Урок 1. Изучение города. До большинства достопримечательностей можно дойти пешком примерно за 10 минут. Отлично. Мне нравится гулять и осматривать достопримечательности. Есть ли достопримечательности, о которых мне следует знать? Да, здесь есть красивый старый собор со сложными витражами. Соборы всегда имеют потрясающую архитектуру. Что еще можно посмотреть? В центре находится историческая городская площадь со знаменитой статуей. Похоже, это отличное место для фотографирования. Через город также протекает очаровательная река. Прогулки по берегу реки всегда спокойны и расслабляют. Вдоль берега реки есть пешеходные дорожки и скамейки. Это идеальное место для пикника. Нам следует взять с собой закуски. Совершенно верно. Я обязательно возьму с собой вкусное угощение. Мне не терпится исследовать город вместе с тобой, Анна. Урок 2. Планы осмотра достопримечательностей. Привет, Анна. Вы в восторге от нашей предстоящей поездки? Совершенно верно. Мне не терпится исследовать новое место. Я тоже. Вы запланировали осмотр достопримечательностей. Да, есть несколько мест, которые я хотел бы посетить. Куда мы пойдем в первую очередь? Начнем со знаменитого художественного музея. Здесь собрана впечатляющая коллекция. Меня всегда восхищало искусство разных эпох. После художественного музея мы можем посетить ботанический сад. Звучит прекрасно в окружении красивых цветов и растений. Надеюсь, что погода будет приятной для освежения. Что будет дальше в нашем списке? Давайте познакомимся с историческим районом. Здесь полно необычных магазинов и кафе. Прогулка по старым улицам звучит очаровательно. Мы также можем посетить краеведческий музей, чтобы узнать о прошлом города. Всегда интересно познакомиться с местным наследием. А в завершении дня мы можем отправиться в круиз по реке на закате. Наблюдение за закатом над водой будет захватывающим. Давай по максимуму насладимся нашим экскурсионным приключением, Джон. Урок 3. Идеи для мозгового штурма. Нам нужна свежая команда для новых идей. Совершенно верно. Привлечение новых перспектив может быть очень полезным. А пока давайте позаботимся о сохранении среды для совместной работы. Это важно. Каждому должно быть удобно делиться своими мыслями. Мы можем запланировать регулярные мозговые штурмы для генерации идей. Это отличный способ раскрыть коллективный творческий потенциал команды. Мы также должны поощрять открытое общение и активное участие. Определенно. Во время обсуждений каждый должен чувствовать, что его ценят и слышат. Иногда мне кажется, что перерыв и уход от проблемы помогают. Это может дать свежий взгляд на вещи и пробудить новые идеи. Как вы думаете, сколько времени нам следует выделить на мозговой штурм? Думаю, от 45 минут до часа было бы неплохим временным интервалом. Это должно дать нам достаточно времени для изучения различных возможностей.
Обычно я бегаю 20 минут, но могу скорректировать свое расписание. Урок 4. Занятие фитнесом. Привет, Анна. Как часто вы занимаетесь спортом? Я стараюсь заниматься спортом по крайней мере 3 раза в неделю. Это хорошая частота. Как долго обычно длятся ваши тренировки? Иногда я занимаюсь 45 минут, в зависимости от типа упражнения. Обычно я стараюсь пробежаться по утрам за 20 минут. Бег – отличный способ повысить частоту сердечных сокращений и оставаться в форме. Это удобно и помогает мне начать день с энергией. Включаете ли вы в свой распорядок какие-либо другие упражнения? Да, я также делаю силовые упражнения несколько раз в неделю. Отлично. Важно заниматься как кардиотренировками, так и силовыми нагрузками. Я согласен. Это помогает поддерживать общую физическую форму и мышечный тонус. И не забывайте растягиваться, да и после тренировок. Растяжка имеет решающее значение для предотвращения травм и повышения гибкости. Абсолютно. Давай останемся верными нашим занятиям фитнесом, Джон. Урок 5. Советы по приготовлению. При приготовлении рисовой лапши обязательно хорошенько замочите ее. Абсолютно. Замачивание помогает размягчить лапшу перед приготовлением. И будьте осторожны, не пережаривайте их, они должны быть аль денте. При пережарке лапша может стать мягкой и потерять текстуру. Во время приготовления важно следовать инструкциям на упаковке. И всегда следите за лапшой во время ее приготовления. Таким образом, вы сможете убедиться, что они приготовлены до нужной консистенции. Как только Промойте их они будут холодной готовы, водой, чтобы немедленно они не слейте воду, слипались. чтобы остановить процесс приготовления. А если вы не используете их сразу, смешайте их с небольшим количеством масла. Таким образом, они не будут слипаться, когда остынут. Помните, что приготовление рисовой лапши требует внимания к деталям. Урок 6. Переговоры о справедливом соглашении. Я ценю ваш вклад в переговорный процесс. Спасибо, Джон. Очень важно проводить открытые и честные обсуждения. Абсолютно. Наша цель – достичь справедливого соглашения, отвечающего обоим нашим потребностям. Мы должны учитывать интересы друг друга и находить точки соприкосновения. Очень важно слушать друг друга и понимать разные точки зрения. Давайте сосредоточимся на поиске взаимовыгодных решений. Мы можем изучить варианты и предложить компромиссы на этом пути. Важно поддерживать атмосферу уважения и сотрудничества. Мы должны быть готовы пойти на уступки и найти взаимовыгодные результаты. Работая вместе, мы можем достичь удовлетворительного соглашения. Давайте оставим каналы связи открытыми и продолжим переговоры. Урок 7. Выборы ресторана. Я в настроении попробовать новый ресторан. Какие-нибудь рекомендации? Но это зависит от вашего бюджета и от того, какую кухню вы предпочитаете. Я открыт для разных вариантов. Я просто хочу исследовать что-то другое. Есть Звучит новый модный интересно. ресторан в стиле фьюжн, На какой получивший кухне они отличные отзывы. специализируются?
Они предлагают сочетание азиатских и средиземноморских вкусов, создавая уникальные блюда. Похоже на кулинарное приключение. Мне не терпится попробовать. Обязательно проверьте их меню в интернете, чтобы узнать, соответствует ли оно вашим предпочтениям. Отличная идея. Я проведу небольшое исследование и посмотрю, соответствует ли оно тому, что мне нравится. И не забудьте прочитать отзывы клиентов, чтобы получить представление об этом ресторане. Абсолютно. Всегда полезно узнать об опыте других людей. Приятного ужина в новом ресторане, Джон. Урок 8. Перерыв. Я работаю без перерыва, и мне нужен перерыв. Важно делать перерывы, чтобы избежать выгорания. Не бойтесь отступать. Но что, если перерыв повлияет на мою производительность или прогресс команды? Не беспокойтесь. Персонал по-прежнему будет уважать вашу потребность в отдыхе и омоложении. Думаю, вы правы. Очень важно уделять приоритетное внимание уходу за собой. Абсолютно. Перерывы позволяют зарядиться энергией и вернуться отдохнувшим. Я обязательно расскажу команде о своих планах на перерыв. Неплохая идея. Ключевыми факторами являются прозрачность и открытая коммуникация. Я также позабочусь о том, чтобы все незавершенные задачи были делегированы или обработаны заранее. Таким образом, вы можете отдохнуть, не беспокоясь о незавершенной работе. Спасибо за понимание и поддержку, Анна. Добро пожаловать, Джон. Помните, что забота о себе очень важна. Урок 9. Выбор места отдыха. Я подумываю спланировать отпуск. Возможно, мне понравится Коста-Рика или Бле. И то, и другое звучит замечательно. Как вы предлагаете нам выбрать между ними? Мы можем учитывать такие факторы, как доступные мероприятия и стоимость поездки. Это хорошая отправная точка. Коста-Рика известна своим экологическим туризмом и экстремальными видами спорта. Да, здесь есть возможности для пеших прогулок, катания на зиплайне и изучения тропических лесов. С другой стороны, Бле славится прекрасными пляжами и яркой культурой. Он также известен своими йога-ретритами и духовными впечатлениями. Мы также должны учитывать транспортные расходы и визовые требования для каждого пункта назначения. Это правда. Нам необходимо обеспечить соответствие нашего бюджета соответствующим расходам. Кроме того, мы можем исследовать погоду в предполагаемые даты поездки. Хорошее замечание. Мы хотим убедиться, что погода подходит для планируемых нами мероприятий. Давайте соберем больше информации и вместе примем взвешенное решение. Урок 10. Совместное использование шоколадного печенья. Я испекла печенье с шоколадной крошкой, и оно стало хитом. А я обожаю шоколадное печенье. Можете ли вы поделиться со мной рецептом? Конечно. Это классический рецепт с маслом, сахаром, мукой и, конечно же, шоколадной стружкой. Используете ли вы какие-либо специальные методы, чтобы сделать их очень вкусными? Мне нравится охлаждать тесто перед выпечкой. Это помогает печенью сохранять форму. Отличный совет. Я обязательно попробую, когда испеку их.
И не забудьте использовать высококачественную шоколадную стружку для лучшего вкуса. Я это учту. Спасибо, что поделились рецептом, Джон. Добро пожаловать, Анна. Наслаждайтесь печеньем. Урок 11. Бронирование жилья. Я планирую поездку и хочу убедиться в наличии свободных мест, особенно в пик сезона. Это разумный подход. Важно бронировать жилье заранее. За сколько времени вы предлагаете бронировать столики? Это зависит от пункта назначения и времени года. Некоторые места быстро заполняются. Стоит ли бронировать билеты напрямую в отелях или на туристических онлайн-платформах? У обоих вариантов есть свои преимущества. Онлайн-платформы предлагают широкий выбор. Я это учту. Я хочу убедиться, что у меня есть выбор. Кроме того, чтение отзывов предыдущих гостей поможет вам принять обоснованное решение. Хорошее замечание. Полезно знать об опыте других людей. Наконец, не забудьте ознакомиться с правилами отмены бронирования перед бронированием. Да, гибкость важна в случае непредвиденных изменений в планах. Урок 12. Создание зеленого оазиса. Я хочу создать свой собственный зеленый оазис у себя дома. Замечательная идея. Добро пожаловать. Это полезный опыт. Как вы предлагаете мне начать? Есть Начните ли с выбора какие-либо растений, конкретные которые растения, хорошо которые растут в вы рекомендуете помещении и новичкам? соответствуют вашему образу жизни. Растения пауки, потосы и змеи неприхотливы в уходе и отлично подходят для новичков. Я обязательно их куплю. Какие-нибудь советы по уходу за комнатными растениями? Не забывайте правильно поливать их, обеспечивать достаточное количество солнечного света и время от времени вносить удобрения. Я буду напоминать, что нужно регулярно поливать их и находить подходящее место с достаточным количеством солнечного света. Хороший план. Ваш зеленый оазис подарит красоту и ощущение спокойствия. Мне не терпится увидеть, как это преобразит мое жилое пространство. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Приятного вам путешествия в мир домашнего садоводства. Урок 13. Начало работы в саду. Я хочу заняться садоводством. Мне нужны лопата, грабли, лейка и садовые перчатки. Это необходимые инструменты. Они помогут вам начать свой путь в садоводстве. Где вы предлагаете мне купить эти садовые инструменты? Вы можете посетить местные садовые магазины или даже онлайн-магазины, где представлен широкий выбор. Стоит ли инвестировать в высококачественные инструменты или новичку достаточно базовых? Начать с базовых инструментов – это нормально, но инвестирование в качественные инструменты может сделать опыт более приятным. В этом есть смысл. Мне нужны инструменты, которые будут долговечными и удобными в использовании. Также важно учитывать, каким садоводством вы планируете заниматься. Для выполнения конкретных задач могут потребоваться разные инструменты. Я учту это и выберу инструменты, соответствующие моим потребностям в садоводстве. Урок 14. Изучение окрестностей. Недавно я переехала в новый район. Поблизости есть хорошие рестораны.
Это захватывающе. Уверен, вы найдете несколько отличных ресторанов. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по конкретным кухням или типам ресторанов? Это зависит от ваших предпочтений. Какая еда тебе нравится? Я готов попробовать разные кухни. Мне нравится изучать новые вкусы. В этом случае я предлагаю спросить местных жителей об их любимых местах или проверить отзывы в интернете. Неплохая идея. Получение рекомендаций от местных жителей может привести к поиску скрытых сокровищ. Пешая прогулка по окрестностям также поможет вам найти рестораны, которые в противном случае вы, возможно, не найдете. Мне нравилось гулять, так что это отличный способ найти новые места, где можно поесть. Абсолютно. Это прекрасный способ погрузиться в местную культуру и кулинарную сцену. Я с нетерпением жду возможности открыть для себя вкусные блюда. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Приятного знакомства с новым районом. Урок 15. Рекомендации по настольным играм. Вы в последнее время играли в забавные настольные игры. Да, у меня есть. Вам обязательно стоит попробовать Scrabble and Clue. Они действительно сложные и приятные. Я слышал о Scrabble и Clue, но никогда в них не играл. Как они работают? Scrabble — Звучат это игра в интригующе. слова, в которой игроки Мне создают нравятся слова игры, на доске, которые стимулируют используя ум и плитки с требуют буквами. стратегии. Clue — это игра, разгадывающая тайны, Обе в которой игры игроки обязательно выясняют, проверят кто ваш совершил словарный преступление. запас И навыки дедукции. Подходят ли они для разных размеров групп или лучше для определенного количества игроков? В Scrabble можно играть от 2 до 4 игроков, а в Clue лучше всего играть от 3 до 6 игроков. Приятно знать. Я могу играть в них с друзьями или даже наслаждаться ими в одиночку. Совершенно верно. Они универсальны и могут обеспечить многочасовое развлечение. Урок 16. Прогулка по местному парку. Недавно я посетил местный парк, и от этого просто захватывало дух. Вы там бывали? Вы тоже побывали в парке Голь. Это прекрасный парк с потрясающими пейзажами. Да, я так и сделала. Природная красота парка завораживала. Спокойная атмосфера и пышная зелень делают это место идеальным для отдыха и расслабления. Удалось могу ли не вам прогуляться согласиться. по пешеходным тропам Это было или похоже посетить на другие спокойный побег из достопримечательности шумного парка? города. Да, я неторопливо прогулялся по пешеходным тропам и насладился живописными видами. Парк предлагает прекрасную возможность познакомиться с природой и оценить ее чудеса. Здорово, что рядом есть такой захватывающий парк. Я обязательно приеду снова. Я рада, что вам понравилось. Такие парки, как парк Гол, обеспечивают спокойный отдых для всех. Урок 17. Советы путешественникам. Я планирую поездку в XXX. ближайшее время. Какие-нибудь советы по обеспечению безопасности важных документов во время путешествия? Это хорошее замечание. Очень важно хранить их в надежном месте. Что бы вы порекомендовали для безопасного хранения документов в дороге? Для хранения таких документов, как паспорта, удостоверение личности и билеты, можно использовать органайзер для путешествий или надежный чехол.
Должен ли я всегда держать их при себе или оставлять в отеле? Лучше всего держать их при себе, желательно в сумке, которая всегда на виду. В этом есть смысл. Я бы не хотел рисковать их потерей или кражей. Кроме того, рассмотрите возможность создания цифровых копий документов и их безопасного хранения в облаке или по электронной почте. Это отличная идея в качестве запасного варианта. Я обязательно это сделаю. Не забывайте проявлять осторожность и внимательно относиться к своему окружению, особенно в местах скопления людей. Урок 18. Изучение подводного мира. Я слышала, что подводное плавание в этом районе просто фантастическое. Вы попробовали это? Определенно. Подводное плавание – прекрасный способ исследовать красочный подводный мир. Каких морских обитателей мы можем ожидать во время подводного плавания? Скорее всего, вы встретите яркие коралловые рифы, тропических рыб и, возможно, даже морских черепах или скатов. Звучит невероятно. Мне не терпится увидеть красоту, скрывающуюся под поверхностью. Часто доступны туры для сноркелинга, где опытные гиды могут отвести вас в лучшее место. Приятно это знать. Мне было бы удобнее с гидом, который покажет мне окрестности. Они могут предоставить оборудование и обеспечить вашу безопасность, пока вы наслаждаетесь завораживающими подводными пейзажами. Мне не терпится погрузиться и воочию увидеть чудеса океана. Это незабываемый опыт. Приятного вам подводного плавания. Урок 19. Безопасное хранение в отеле. Я планирую поездку и задавался вопросом о безопасности хранения ценных вещей в отеле. Не волнуйтесь, большинство отелей предлагают безопасные варианты хранения вещей гостей. Это обнадеживает. Как это работает? Буду ли я иметь доступ к своим вещам, когда они мне понадобятся? Отели часто предоставляют гостям сейфы или сейфы для хранения ценных вещей. Звучит удобно. Нужно ли мне брать с собой замок или ключ? Нет, у вас будет уникальный ключ для доступа к вашему ящику. Отель предоставит его при регистрации. Это удобно. Приятно знать, что мои вещи будут надежно защищены во время моего пребывания. Абсолютно. Это надежный способ сохранить ваши ценные вещи и успокоить вас. Урок 20. Выход на международные рынки. Наш бизнес на местном уровне преуспевает. Как насчет выхода на международные рынки? Отличная идея. Выход на международные рынки может открыть новые возможности для роста. Какие ключевые факторы следует учитывать перед глобальным расширением? Изучение рыночного спроса, культурных различий и законодательных требований в целевых странах имеет важное значение. Я согласен. Чтобы добиться успеха на новых рынках, нам необходимо понять местные обычаи и правила. Также важно адаптировать наши продукты и маркетинговые стратегии к потребностям международной клиентуры. Определенно. Мы должны стремиться обеспечивать ценность и удовлетворять конкретные потребности клиентов на каждом рынке.
Кроме того, налаживание отношений с местными партнерами или найм сотрудников, знакомых с целевым рынком, может быть полезным. Международная экспансия требует тщательного планирования и готовности адаптироваться. Это прекрасная возможность для роста. Абсолютно. Это может открыть двери для более широкой клиентской базы и помочь нам преуспеть на мировом рынке. Урок 21. Стремление к личным увлечениям. В последнее время я подумываю о том, чтобы заняться личной страстью. Тебе не кажется, что приятнее, когда это просто личное увлечение? Совершенно верно. Когда ваша страсть — это то, что вы делаете для себя, это приносит огромное удовлетворение. Приятно иметь что-то, что приносит радость без какого-либо внешнего давления или ожиданий. Это понятно. Когда речь идет исключительно о вашей собственной самореализации, это позволяет вам свободно выражать свои мысли. Именно так. Это способ исследовать свои интересы и развивать творческий потенциал без каких-либо ограничений. Личная страсть также может обеспечить столь необходимый уход от требований повседневной жизни. Это прекрасное чувство — погрузиться в любимое дело, даже если это ненадолго. Это может стать источником омоложения и способом найти баланс в суете нашей жизни. Я рад, что мы разделяем ту же точку зрения. Увлечение личными увлечениями действительно обогащает. Урок 22. Утренние моменты покоя. Я считаю, что раннее утро — идеальное время для моментов покоя перед началом дня. Разве вы не согласны? Я чувствую то же самое. По утрам царит спокойствие и безмятежность, которые задают позитивный тон всему дню. Это время, когда мир все еще просыпается, и в воздухе витает ощущение спокойствия. Это правда. Это дает возможность поразмышлять, поблагодарить и сформулировать намерения на предстоящий день. Мне нравится тишина и уединение, что позволяет мне собраться с мыслями и подготовиться к грядущим событиям. Это также идеальное время для занятий по уходу за собой, таких как медитация, ведение дневника или просто чашка чая. Эти спокойные утренние моменты помогают мне подойти к дню с ясным умом и спокойным сердцем. Это драгоценное время для общения с самим собой до того, как суета окружающего мира возьмет верх. Я рада, что мы ценим эти утренние минуты покоя. Они действительно меняют мир к лучшему. Урок 23. Планирование вечеринки. Мне нравятся эти идеи для вечеринки. Где нам найти эти праздничные принадлежности? Есть несколько вариантов. Мы можем заглянуть в местные магазины товаров для вечеринок или даже поискать товары в интернете. Это хорошие предложения. Я думаю, что просмотр веб-страниц предоставит нам широкий выбор вариантов. Абсолютно. В интернет-магазинах часто большой выбор и удобные варианты доставки. Есть ли у вас какие-либо конкретные веб-сайты, где мы можем найти товары для вечеринок? Есть популярные интернет-магазины, такие как Amazon и Party City, которые предлагают широкий выбор товаров для вечеринок. Звучит удобно. Мы можем изучить их веб-сайты и посмотреть, что они могут предложить. Кроме того, мы также можем посетить местные магазины товаров для вечеринок в нашем районе, чтобы создать более индивидуальный подход. Неплохая идея.
Всегда приятно поддерживать местный бизнес, когда это возможно. Определенно. У них могут быть уникальные и специализированные вещи, которые могут придать нашей вечеринке особый колорит. Я рада, что у нас есть варианты. Давайте начнем с поиска в интернете, а затем при необходимости изучим местные магазины. Урок 24. Решение, что заказать. Хороший день. Есть предложение по поводу того, что заказать. Как насчет того, чтобы попробовать что-то новое? Мы можем попробовать блюдо, которое раньше не пробовали. Звучит захватывающе. Есть ли у вас в виду какая-то конкретная кухня? Мы могли бы попробовать тайскую еду. Она известна своими ароматными блюдами. Отличное предложение. Я слышал, что в тайской кухне хороший баланс сладких, пряных и соленых вкусов. Да, это восхитительное сочетание. Мы можем заказать такие блюда, как пад-тай, зеленый карри или суп том-ям. Мне нравится, как это звучит. Давайте заглянем в местные тайские рестораны в этом районе и проверим их меню. Хороший план. Мы можем прочитать отзывы и посмотреть, какие места настоятельно рекомендуются. Как только мы выберем ресторан, мы сможем оформить заказ и насладиться вкусной и смелой едой. Это интересный способ попробовать что-то новое и расширить кулинарные горизонты. Жду этого с нетерпением. Давайте найдем тайский ресторан и оформим заказ. Урок 25. Поиск недорогих аксессуаров. Я подумывала добавить в нашу гостиную недорогие аксессуары, такие как декоративные подушки или коврики. Что скажешь? Отличная идея. Такие аксессуары, как декоративные подушки и коврики, действительно могут улучшить внешний вид помещения. Я согласен. Они могут придать комнате цвет, текстуру и уютную атмосферу, не тратя денег. Определенно. Мы можем искать недорогие варианты в магазинах домашнего декора или даже на онлайн-площадках. Я слышала, что благотворительные магазины и магазины секонд-хенда также могут стать сокровищницей уникальных и доступных аксессуаров. Это правда. В благотворительных магазинах часто есть скрытые сокровища, которые могут придать нашему домашнему декору характер. Мы также можем рассмотреть проекты «Сделай сам» по созданию собственных персонализированных аксессуаров по более низкой цене. Это креативная идея. Изготовление собственных декоративных подушек или переделка старых тканей в ковры может быть интересным проектом. Мне это нравится. Это добавляет индивидуальности и позволяет нам проявить свой творческий потенциал. Давайте изучим различные варианты и источники, чтобы найти лучшее предложение на недорогие аксессуары для нашей гостиной. Похоже на план. Мы можем начать с посещения некоторых местных магазинов и поиска доступных товаров на онлайн-платформах. Урок 26. Обращение за дополнительной помощью. Эй, вы когда-нибудь задумывались о том, где мы можем найти дополнительную помощь для нашего проекта? Это хорошее замечание. Иногда полезно обратиться за помощью, когда она нам нужна. В самом деле, это может сэкономить нам время и силы, особенно если мы сталкиваемся со сложной или незнакомой задачей. Один из вариантов — нанять профессионалов, специализирующихся в той области, в которой нам нужна помощь. Это правда. У них есть знания и опыт, которые помогут нам и обеспечат правильное выполнение работы.
Мы также можем обратиться за помощью к друзьям или членам семьи, обладающим знаниями или навыками в этой конкретной области. Отличная идея. Получение помощи от кого-то, кого мы знаем и которому доверяем, может сделать процесс более комфортным и приятным. Кроме того, существуют онлайн-сообщества и форумы, где мы можем задавать вопросы и получать советы от людей со схожими интересами или опытом. Это ценный ресурс. Мы можем использовать коллективную мудрость сообщества и учиться на его мнениях. Давайте рассмотрим эти различные направления и найдем подходящую помощь, соответствующую потребностям нашего проекта. Согласен. Важно понимать, когда мы можем воспользоваться помощью и принимать меры по ее получению. Урок 27. Начинки для пиццы. Сегодня вечером я в настроении съесть пиццу. Какие начинки вы обычно выбираете? Обычно я предпочитаю сыр моцарелла, пепперони и нарезанные овощи, такие как сладкий перец и лук. Звучит очень вкусно. Мне нравится сочетание вкусов и текстур. Это классический выбор, который никогда не разочарует. Плавленый сыр, пикантное пепперони и свежесть овощей прекрасно сочетаются друг с другом. Я согласен. Это сбалансированное и приятное сочетание. Есть ли у вас другие любимые начинки? Иногда мне нравится менять его и добавлять листья шпината, чтобы добавить немного зелени и питательных веществ. Отличная идея. Шпинат придает пицце свежий и слегка землистый вкус. Кроме того, это хороший способ добавить немного зелени в нашу еду. Я позабочусь о том, чтобы они были свежими и ароматными. Я благодарна за это. Приятно иметь множество начинок на выбор в соответствии с нашими предпочтениями. Абсолютно. Пицца — это универсальное блюдо, которое позволяет нам проявить творческий подход и настроить его по своему вкусу. Давайте закажем пиццу с нашими любимыми начинками и насладимся вкусной едой сегодня вечером. Урок 28. Варианты корочки для пиццы. Когда дело доходит до пиццы, вы предпочитаете тип корочки. Лично мне нравится тонкая и хрустящая корочка. Это придает пицце приятный хруст. Отличный выбор. Пицца на тонком тесте легкая и придает аромату начинок блеск. Мне также нравится жевательность традиционной корочки, приготовленной вручную. У нее приятная текстура. Это правда. Корки, брошенные вручную, могут быть немного толще и давать более сытный вкус. Еще один вариант, который стоит рассмотреть — фаршированная корочка. Добавьте дополнительный слой сыра или других начинок, чтобы сделать впечатления еще более вкусными. Фаршированные корочки, безусловно, доставят удовольствие. Они придают каждому кусочку элемент неожиданности и дополнительную изюминку. В конечном итоге все сводятся к личным предпочтениям. Некоторым нравятся толстые тестообразные корочки, в то время как другие предпочитают корки без глютена или цветной капусты. В этом прелесть пиццы. Существует множество вариантов корочки на разные вкусы и диетические потребности. Давайте выберем тот тип корочки, который нам больше всего нравится, и сделаем нашу пиццу еще более приятной. Согласен. Тонкая и хрустящая или густая и жевательная пицца всегда нравится публике. Урок 29. Обмен валюты.
Скоро я поеду в другую страну, и мне нужно обменять валюту. Вы знаете, где я могу это сделать? Без проблем. В аэропортах, банках и некоторых туристических агентствах есть услуги обмена валюты. Они могут помочь вам конвертировать ваши деньги. Приятно знать. Я обязательно найду надежное место по выгодным ценам. Также рекомендуется заранее проверить обменные курсы, чтобы убедиться, что вы заключаете честную сделку. Я это учту. Должен ли я брать с собой наличные или использовать кредитную карту во время путешествия? Всегда полезно иметь под рукой немного наличных на мелкие расходы или в тех местах, где карты не принимаются. В этом есть смысл. Тогда я обменяю немного наличных. Могу ли я также получить небольшие купюры для удобства? Конечно, небольшие счета могут быть полезны для чаевых, общественного транспорта или небольших покупок. При обмене валюты я буду запрашивать купюры меньшего достоинства. Спасибо за совет. Урок 30. Бронирование услуги. Мне нужно заказать услугу, которая стоит $30 в час. Могу ли я зарезервировать время заранее? Да, вы должны иметь возможность зарезервировать временный интервал, связавшись напрямую с поставщиком услуг. Приятно знать. Я свяжусь с ними и поинтересуюсь их наличием. Обязательно предоставьте им необходимую информацию, такую как требуемая дата и продолжительность. Я предоставлю им всю необходимую информацию, чтобы они могли удовлетворить мой запрос. Всегда полезно бронировать столик заранее, особенно если услуга пользуется большим спросом. Я согласен. Я хочу выбрать предпочтительный для меня временный интервал, чтобы избежать конфликтов в расписании. После того, как вы сделаете бронирование, они подтвердят бронирование и при необходимости предоставят вам дополнительные инструкции. Я последую их инструкциям и приму необходимые меры. Спасибо за помощь. Добро пожаловать! Надеюсь, с вашим бронированием все пройдет гладко. Урок 31. Саммит по изменению климата. Что у тебя на уме? Саммит по изменению климата в последнее время попадает в заголовки газет. Да, это важнейшее событие, на котором мировые лидеры собираются вместе для решения насущной проблемы изменения климата. Вдохновляет то, что страны принимают коллективные меры по смягчению последствий изменения климата. Абсолютно. Саммит предоставляет платформу для обсуждения устойчивых решений и важности сохранения окружающей среды. Это глобальная инициатива по созданию более устойчивого будущего для будущих поколений. Саммит также повышает осведомленность людей о необходимости делать экологичный выбор в повседневной жизни. Каждое маленькое действие имеет значение, когда речь идет о защите нашей планеты. Мы все можем внести свой вклад в сокращение выбросов углекислого газа и сохранение природных ресурсов. Именно так. Важно быть в курсе последних событий и поддерживать инициативы, способствующие экологичному образу жизни. Саммит по изменению климата служит напоминанием о том, что все мы должны сыграть свою роль в создании устойчивого мира. Давайте останемся вовлеченными и продолжим поддерживать усилия по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. Урок 32. Планирование мероприятий на свежем воздухе.
Сегодня прекрасная погода. Нам следует спланировать несколько мероприятий на свежем воздухе. Отличная идея. Проводить время на свежем воздухе всегда приятно. Мы должны проверить прогноз погоды, чтобы убедиться, что он остается благоприятным в течение дня. Хорошее мышление. Важно быть готовым к любым изменениям погодных условий. Нам также следует подумать о том, чем мы хотим заниматься, и собрать необходимое оборудование. Да, давайте составим список вещей, которые нам понадобятся, таких как солнцезащитный крем, бутылки с водой и удобная обувь. На всякий случай также неплохо взять с собой закуски и аптечку первой помощи. Мы должны выбрать подходящее место для наших приключений на свежем воздухе, будь то парк, пляж или пешеходная тропа. Абсолютно. Заблаговременное изучение местоположения поможет нам найти лучшее место для изучения. Наконец, давайте проинформируем кого-нибудь о наших планах и предполагаемом времени возврата в целях безопасности. Отличное замечание. Очень важно уделить приоритетное внимание нашей безопасности и сообщить кому-нибудь о нашем местонахождении. Все эти приготовления готовы, и мы готовы провести фантастический день на свежем воздухе. Жду этого с нетерпением. Давайте насладимся этой прекрасной погодой и проведем незабываемое время. Урок 33. Удобство в отеле. Это удобно. Я ищу отель для предстоящей поездки. У кого-нибудь из них есть бассейн? Да, многие отели предлагают бассейны в качестве одного из удобств для гостей. Это просто фантастика. Я обожаю плавать. Могу ли я заказать номер с видом на бассейн? Абсолютно. При бронировании вы можете указать, что предпочитаете номер с видом на бассейн. Было бы здорово. Мне нравится просыпаться по утрам и любоваться прекрасным видом. Уверен, что персонал отеля сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос в зависимости от наличия свободных мест. Спасибо за информацию. Я обязательно расскажу об этом при бронировании номера. Добро пожаловать! Надеюсь, вы прекрасно проведете время и насладитесь бассейном. Урок 34. Доступ в тренажерный зал. Я ищу отель с доступом в тренажерный зал. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Да, во многих отелях есть фитнес-центр, которым могут пользоваться гости. Приятно это слышать. Мне нравится вести активный образ жизни, даже когда я путешествую. Посещение тренажерного зала позволяет вам поддерживать физическую форму, находясь вдали от дома. Определенно. Для меня важно не отставать от тренировок. При бронировании вы можете узнать о тренажерном зале отеля и его часах работы. Я обязательно это сделаю. Для меня важно иметь доступ к хорошо оборудованному тренажерному залу. Уверен, вы найдете отель, отвечающий вашим потребностям в фитнесе. Приятных тренировок во время поездки. Урок 35. Минимизация отвлекающих факторов на телефон. Я подумываю отключить уведомления на телефоне. Это умно, верно? Абсолютно. Это поможет вам сосредоточиться и не отвлекаться на постоянное уведомление. Я часто отвлекаюсь, когда мой телефон продолжает гудеть с предупреждениями.
Отключив уведомления, вы сможете расставить приоритеты в своих задачах и сосредоточить внимание на том, что делаете. Похоже, это хороший план. Я хочу быть более внимательным и продуктивным в течение дня. Это простая настройка, которая может существенно повлиять на вашу способность сохранять концентрацию и вовлеченность. Я попробую и посмотрю, как это положительно повлияет на мою повседневную жизнь. Это отличный образ мышления. Уверен, вы заметите преимущество минимизации отвлекающих факторов на телефон. Урок 36. Упаковочный светильник. Есть ли у вас зарегистрированный багаж для нашей поездки? Нет, на этот раз я решила путешествовать налегке. Я предпочитаю брать с собой только ручную кладь. Это разумный выбор. Это может сэкономить время и сделать путешествие более удобным. Легкая упаковка также позволяет мне быть более гибким и мобильным во время поездки. Мне тоже стоит подумать о том, чтобы упаковать вещи легче. Без громоздкого багажа легче передвигаться. Абсолютно. Кроме того, вам не придется беспокоиться об ожидании получения багажа или о возможной потере багажа. Я постараюсь упорядочить упаковку и взять с собой только самое необходимое. Это хороший подход. Вы по достоинству оцените свободу и удобство путешествий с меньшим количеством багажа. Я с нетерпением жду возможности ощутить преимущество путешествий налегке. Урок 37. Безмятежный отдых на берегу озера. Я нашла прекрасный отель для отдыха нашей команды. Он расположен на берегу озера, откуда открываются захватывающие дух виды. Звучит потрясающе. Расположение на берегу озера создаст спокойную атмосферу для нашего отдыха. Отель также предлагает такие виды активного отдыха, как каякинг и походы, которые идеально подходят для тимбилдинга. Окружение природой может вдохновить на творчество и обеспечить освежающую смену обстановки для всех. Абсолютно. Кроме того, захватывающие дух виды, несомненно, произведут неизгладимое впечатление на членов нашей команды. Важно создать незабываемые впечатления, способствующие сплочению команды и сотрудничеству. Я согласен. Это место отдыха на берегу озера станет идеальным местом для общения и совместного роста нашей команды. Мне не терпится увидеть, какое положительное влияние это окажет на динамику и производительность нашей команды. Урок 38. Включая региональный офис. Должны ли мы включить команду нашего регионального офиса при планировании предстоящей конференции? Да, мы обязательно должны включить их. Их присутствие будет способствовать более разнообразному и инклюзивному мероприятию. Включение регионального офиса также предоставит возможность для межкомандного сотрудничества и обмена знаниями. Важно развивать чувство единства и укреплять отношения между различными подразделениями нашей организации. Абсолютно. Конференция станет платформой для обмена идеями и создания прочной сети. Привлекая региональные отделения, мы можем использовать их опыт и использовать их уникальные перспективы. Уверен, что их участие обогатит конференцию и создаст более полный опыт для всех участников. Я с нетерпением жду ценного вклада и связей с региональной командой. Урок 39. Доступность на выходных.
Вы предпочитаете проводить встречу нашей команды в субботу или воскресенье? Мне подходит любой день. У меня гибкий график. А как же ты? Есть ли какой-то конкретный день, который вам больше подходит? Я открыт как в субботу, так и в воскресенье. Давайте выберем день, который лучше всего подходит большинству. Звучит справедливо. Мы учтем, есть ли у всех желающих, и подберем подходящий день для встречи команды. Важно обеспечить, чтобы все могли присутствовать на собрании и активно участвовать в нем. Абсолютно. Мы хотим максимально повысить производительность и вовлеченность членов нашей команды. Давайте соберем все предпочтения и выберем день, который подойдет наибольшему количеству людей. Урок 40. Вегетарианский вариант. Есть ли в меню нашего мероприятия вегетарианский вариант? Да, у нас есть вкусное овощное жаркое, которое могут приготовить наши кейтеринги. Приятно это слышать. Важно предусмотреть диетические блюда для всех участников. Абсолютно. Мы хотим быть инклюзивными и удовлетворять различные диетические потребности и предпочтения. Предложение вегетарианских блюд гарантирует, что каждый сможет насладиться едой без каких-либо ограничений. Мы обязательно сообщим всем участникам о наличии жареных овощей. Очень важно учитывать разнообразные потребности наших гостей и создавать инклюзивную среду. Предлагая вегетарианский вариант, мы можем удовлетворить более широкий спектр диетических требований и предпочтений. Урок 41. Персонализация наших домов. Как мы можем сделать наши дома по-настоящему своими? Один из способов — использовать личные штрихи, такие как семейные фотографии и значимые произведения искусства. Добавление элементов, обладающих сентиментальной ценностью, может создать ощущение тепла и комфорта. Мы также можем выбрать мебель и декор, отражающие наш личный стиль и предпочтения. Оформление наших жилых помещений уникальными предметами может сделать наши дома более особенными и персонализированными. Важно создать среду, отвечающую нашим индивидуальным вкусам и интересам. Персонализация наших домов позволяет нам выразить свою индивидуальность и создать пространство, отражающее то, кем мы являемся. Применяя индивидуальный подход, мы можем превратить наши дома в дома, которые действительно принадлежат нам. Урок 42. Изучение хобби. Какое твое любимое хобби? Я люблю садоводство и выращивание овощей. Выращивать себе еду невероятно приятно. Звучит замечательно. Садоводство может быть одновременно расслабляющим и полезным. Это отличный способ познакомиться с природой и увидеть красоту растений во время их роста. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто хочет разбить сад? Начните с малого и выбирайте растения, подходящие для вашего климата и доступного пространства. Это хороший совет. Прежде чем погрузиться в воду, важно обдумать практические аспекты. Кроме того, не забывайте уделять растениям надлежащий уход и внимание, например, регулярно поливать и удобрять их. Я это учту. Садоводство кажется полноценным и приятным хобби. Безусловно, так оно и есть.
Это позволяет вам воспитывать и наблюдать за ростом живых существ, что может доставлять невероятное удовольствие. Урок 43. Как справиться с неудачным днем. Хорошо, не волнуйтесь. У тебя просто плохой день. Это ошеломляет, но я постараюсь сохранять позитивный настрой и вырваться из жизни. Не забудьте сделать глубокий вдох и позаботиться о себе. Я сделаю небольшой перерыв и постараюсь расслабиться, прежде чем снова взяться за дело. Иногда небольшой перерыв может сильно повлиять на наше самочувствие. Я также напомню себе, что завтра — это новый старт и шанс на лучший день. В этом и заключается дух. Держите голову выше и знайте, что лучшие времена впереди. Спасибо за поддержку. Приятно, когда кто-то понимает. У всех нас бывают трудные дни, но важно помнить, что они не определяют нас. Вы правы. Я сосредоточусь на общей картине и не позволю этому плохому дню сбить меня с толку. У вас есть это. Сохраняйте выносливость, и скоро все наладится. Урок 44. Выбор продуктов питания. Какие-нибудь советы по выбору продуктов питания в продуктовом магазине? Проверьте срок годности и убедитесь, что он не подходит к концу. Это важно для обеспечения свежести и качества продукта. Кроме того, осмотрите упаковку на предмет повреждений или взлома. Очень важно выбирать товары, которые правильно запечатаны и находятся в хорошем состоянии. Еще один совет — прочтите список ингредиентов и информацию о питании. Знание того, что мы потребляем, помогает принимать более здоровые решения. Наконец, сравните цены и рассмотрите любые специальные предложения или скидки. Это разумный способ сэкономить деньги при покупке продуктов. Следуя этим советам, мы можем принимать обоснованные решения и выбирать лучшие продукты для наших нужд. Урок 45. Планирование поездки. Отлично. Давайте забронируем авиабилеты и отель. Должны ли мы арендовать автомобиль для удобства? Аренда автомобиля может облегчить передвижение и осмотр окрестностей. Это правда. Это даст нам больше гибкости во время поездки. Мы также должны учитывать стоимость и наличие парковки в наших отелях. Хорошее замечание. Мы не хотим, чтобы нас обременяли высокой платой за парковку или ограниченным количеством мест. Кроме того, мы можем изучить варианты общественного транспорта в пункте назначения. Использование общественного транспорта может быть экономичной и экологичной альтернативой. Также стоит проверить, есть ли абонементы на местный транспорт или скидки. Это умная идея. Это поможет нам сэкономить на транспортных расходах. В общем, давайте взвесим все за и против и решим, какой вариант лучше всего подходит для нашей поездки. Урок 46. Составление планов на обед. Здравствуй, Питер. Это Джон. Я звоню, чтобы узнать, не хотите ли вы завтра пообедать. Приятно протягивать руку помощи и строить планы с друзьями. Абсолютно. Важно развивать наши отношения и проводить время вместе с пользой.
Подумайте о выборе уютного ресторана с приятной атмосферой для расслабляющего обеда. Звучит как отличная идея. Комфортная обстановка может улучшить впечатление от ужина. Также важно проверить, есть ли у Питера какие-либо диетические предпочтения или ограничения. Учет его предпочтений показывает, что мы ценим его потребности и выбор. И не забудьте подтвердить время и место обеда. Да, четкая коммуникация гарантирует, что все на одной волне. Уверен, Питер оценит приглашение. Всегда приятно наверстать упущенное за трапезой. В самом деле. Я с нетерпением жду возможности провести с ним время и насладиться хорошей едой. Урок Доброе утро. 47. Да, Приветствуем я нового новичок. коллегу. Меня зовут Эмили. Я только что пришла в компанию на прошлой неделе. Добро пожаловать, Эмили. Приятно видеть тебя в нашей команде. Мы рады видеть вас на борту. Можем ли мы чем-нибудь помочь вам освоиться? Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь спрашивать. Мы здесь, чтобы поддержать вас. Спасибо вам обоим за теплый прием. Я очень рад быть здесь и вносить свой вклад в команду. Мы рады видеть тебя здесь, Эмили. Уверена, вы отлично справитесь со своей ролью. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужны рекомендации или вы хотите что-то узнать о компании. И помните, мы все здесь для того, чтобы помогать друг другу расти и преуспевать. Вы работаете в благоприятной и совместной рабочей среде. Еще раз добро пожаловать, Эмили. Урок 48. Приветствие посетителя. Я из Бразилии. Я приехал сюда вчера. Добро пожаловать в наш город. Это ваш первый визит. Спасибо за теплый прием, Джон. Да, это мой первый визит в ваш город. Надеюсь, вам понравится ваше пребывание и получите незабываемые впечатления от знакомства с достопримечательностями нашего города. Мне не терпится узнать больше о местной культуре и осмотреть достопримечательности. Если вам нужны какие-либо рекомендации или указания, не стесняйтесь спрашивать. Я здесь, чтобы помочь. Это очень мило с твоей стороны, Джон. Я ценю твою готовность помочь. Мне очень приятно. Я хочу, чтобы ваш визит был незабываемым и приятным. Еще раз спасибо за гостеприимство. С нетерпением жду возможности открыть для себя красоту вашего города. Добро пожаловать, Анна. Прекрасно проведите время, исследуя чудеса нашего города. Урок 49. Делитесь музыкальными выступлениями. В основном для развлечения, но я выступал на нескольких местных мероприятиях. Это впечатляет. Приятно иметь творческую отдушину, такую как музыка. Это хобби, которым я занимаюсь уже много лет. Музыка приносит радость в мою жизнь. Я могу себе представить, как приятно делиться своим талантом с другими. Абсолютно. Это потрясающее чувство — общаться с аудиторией с помощью музыки. Вы когда-нибудь думали о записи собственных песен или создании альбома? Это пришло мне в голову, но я еще не изучил его подробно. Это может стать прекрасной возможностью продемонстрировать свои оригинальные композиции. Вы правы.
Мне следует разобраться в этом и посмотреть, к чему это приведет. Уверена, твои друзья и семья хотели бы получить копию твоей музыки. Отличная идея. Я буду помнить об этом в своем музыкальном путешествии. Урок 50. Выбор из множества вариантов. Да, но вариантов очень много. Я ошеломлена. Это понятно. Иногда слишком много вариантов может быть непросто. Я хочу принять наилучшее решение, но не знаю, какой вариант мне подходит. Не торопитесь и подумайте, что для вас наиболее важно. Расставьте приоритеты в своих потребностях и предпочтениях. Я постараюсь сузить круг вариантов в зависимости от моих приоритетов и того, что соответствует моим целям. Возможно, будет полезно провести небольшое исследование и собрать информацию о каждом варианте. Это хорошие предложения. Хорошая информированность может упростить процесс принятия решений. Кроме того, не стесняйтесь обращаться за советом к доверенным друзьям или профессионалам, имеющим опыт в этом вопросе. Вы правы. Их идеи и взгляды могут стать ценным руководством. Помните, что спешить нельзя. Найдите время, необходимое для принятия вдумчивого и взвешенного решения. Спасибо за поддержку и советы, Анна. Я подойду к процессу принятия решений более четко.